Привет, ребята! Это опять я, Наташа, и сегодня я хочу поговорить с вами об одном прикольном приложении. Пара-па-пам-па-пам-па-пам. HelloTalk. Я знаю, что многие из вас пользуются приложением WhatsApp. Вы там формируете группы, общаетесь с иностранцами, стараетесь писать на том языке, на котором вы хотите научиться хорошо разговаривать. И WhatsApp это круто, мне нравится WhatsApp, я тоже пользуюсь этим приложением. Но если ваша цель найти носителей языка, если ваша цель общаться с носителями языка на том языке, на котором вы хотите хорошо научиться говорить, то HelloTalk еще лучше. Почему? Потому что это приложение было создано специально для этой цели. В этом приложении все направлено на изучение языка. Приложение облегчает вам общение на иностранном языке. Там есть много всяких прибамбасов, которые по-настоящему помогают не переходить на английский язык, а просто стараться писать только на том языке, который вы хотите выучить. Ай да ладно, давайте не будем тратить время зря и сразу же пришлем это приложение. Оно совершенно бесплатное, потому вы ничего не теряете. Если вам не понравится, просто стерете и все. Это приложение вы можете найти на App Store. Я также оставлю ссылку внизу на их страничку. И мы тогда вместе посмотрим, как мы можем пользоваться этим приложением. Ну и первым делом, я думаю, лучше всего указать свои данные. Напишите свое имя, загрузите фотографию, также укажите свой родной язык и язык, на котором вы хотите научиться общаться, на котором вы хотите научиться хорошо разговаривать. Также вы можете написать несколько слов о себе, как бы представиться. У вас больше шансов получить сообщение, когда вы уже что-то о себе написали. Таким образом, другие люди будут иметь какое-то представление о вас заранее. Вы можете не только написать, но вы также можете и озвучить self-introduction. Сейчас перед вами стоит выбор. Вы можете просто сидеть и ждать, пока кто-нибудь вам напишет первым. И если ваш родной язык английский, то, скорее всего, к вам скоро начнут поступать сообщения с просьбой: «Пожалуйста, научи меня говорить по-английски, помоги мне». Да, английский язык все еще сохраняет свою высокую позицию наиболее востребованного языка в мире. Все хотят научиться говорить по-английски. Ну или почти все. Но если ваш родной язык не английский, то я советую вам не ждать, а брать быка за рога. Писать первыми. Как же найти, кому писать? Видите, там внизу есть увеличительное стекло, и там вы можете искать по нескольким категориям. Есть категория Best Match, что это значит? Это значит, например, что если ваш родной язык японский, и вы хотите научиться говорить по-русски, то там вы увидите людей, которые говорят по-русски и хотят научиться говорить по-японски. И вот если вы видите такого человека, то сразу же думайте: надо познакомиться, и нечего ждать. Сразу же пишите: «Привет, давай будем общаться». Если вы нажмете на Self-Introduction, то первыми в списке у вас появятся те люди, которые не поленились и написали несколько слов о себе. Это, кстати, тоже очень важно, потому что приятно знать кое-что о людях перед тем, как вы начинаете с ними общаться. Да? Вы как бы уже знаете, о чем можно с ними говорить. Что мне больше всего нравится в этом приложении, что вы можете найти людей, которые живут в том же городе или в городах неподалеку от вас. Представьте, как круто. Вот вы живете в Токио, и вы хотите говорить по-русски. И вот вы ищете здесь на HelloTalk партнера по общению, русского человека, и вы находите, что вот, он живет в Токио, тоже русский человек. И вот если вы начнете с ним общаться, может быть, вы договоритесь вместе сходить в кафе, выпить кофе или чая и поболтать реально на русском языке. Это же так здорово. Ладно, давайте сейчас посмотрим на сообщение. Представьте, что вот вы уже получили первое сообщение, и оно полностью на русском языке, и вы не понимаете, что человек написал. Конечно, вы можете спросить, что это значит, но HelloTalk уже вам помогает. Вам не нужно спрашивать этого человека, что он написал. Вам не нужно просить, чтобы он перевел. Вы просто можете нажать на перевод, и HelloTalk переведет все сообщение для вас. Также, если вы пишете сообщение, и вы хотите написать на русском языке, но вы еще не умеете хорошо писать на русском языке, то вы можете написать на своем родном языке и потом перевести это на русский. Да, ну, я, конечно, советую вам со временем пытаться самим писать по-русски, но для начала это очень здорово.
Кстати, вы также можете послушать, как эта фраза звучит. Да? Вот, допустим, вы получили сообщение на русском языке, и вы думаете, ну вот как это звучит, вот как это правильно прочитать, то вы можете нажать на эту кнопочку, и HelloTalk произнесет для вас. Конечно же, произношение такое, как у робота, но все же лучше, чем ничего. Еще одна классная функция в этом приложении. Вы можете исправлять ошибки в сообщениях вашего партнера, или наоборот, он может исправлять ваши ошибки. Я думаю, что не стоит очень часто исправлять ошибки, потому что если вы постоянно будете исправлять каждую маленькую ошибочку, то потом ваш собеседник будет бояться что-то писать на этом языке. Ну и тогда можно этим воспользоваться, и это здорово. Я здесь только ради примера исправил, по-настоящему здесь никакой ошибки нету, я это знаю. Здесь вы также можете слать всякие смешные рожицы, всякие смайлики, как мы их называем в народе. Вы видите, что вы также можете послать фотографию, сделать фотографию, и также вы можете записать свой голос, да. Вы можете, допустим, вот представьте, что вы хотите научиться хорошо произносить слова по-русски, и вы не знаете, правильно вы произносите или неправильно, то вы можете записать там одно слово или одно предложение. Этот человек скажет вам, что вы сказали правильно, а что нет, и он также может послать вам аудиосообщение. Еще для людей, которые учат там китайский или японский, да, такие языки, в которых есть иероглифы, это для вас тоже хорошая новость. HelloTalk превращает иероглифы в латинские буквы, да. Вот если вы получаете сообщение, и это сообщение написано иероглифами, то когда вы нажимаете на эту кнопочку, это сообщение превращается в такой более узнаваемый текст. Если вы, допустим, знаете слова, вы знаете, как они звучат, то вы сможете тогда понять, о чем это сообщение. Еще одна интересная функция – это возможность рисовать. Как вы можете пользоваться этой функцией? Ну вот, например, представьте, что вы говорите, общаетесь с человеком, и вы не знаете какого-то слова на том языке, на котором вы пишете. И как объяснить этому человеку, что вы имеете в виду? Вы можете просто взять и нарисовать. Вот, например, здесь я рисую цветочек. Опять же, я думаю, что эта функция очень помогает тем людям, которые учат китайский или японский, потому что они могут практиковаться, писать иероглифы, да, вы можете рисовать иероглифы и потом спрашивать у своего собеседника, правильно ли вы написали. Да, и вы просто можете таким образом учиться. Ну, вы также можете попробовать писать русские буквы. Вы знаете, что прописные русские буквы отличаются от печатных, так что можете попробовать писать здесь, вырисовывать буковки. Так, что еще здесь есть? Здесь еще есть возможность позвонить своему собеседнику. Есть free call. Так что вы просто можете брать, звонить и поболтать немножко со своим новым другом или подругой. Также вы можете формировать группы. Так же, как вы формируете группы в WhatsApp, вы можете формировать группы на HelloTalk. А что же делать, если вы написали кому-то и ждете ответа, а ответа все нет? Такое может случиться, ведь если вы пишете человеку, который живет совсем в другой стране, где-то далеко, у него может быть сейчас ночь, и он просто-напросто спит. Но вы хотите вот сейчас что-то научиться, вот вы решили, сейчас некоторое время я буду учить русский язык. Что вы можете делать? Я советую вам открыть Moments и там нажать на Learn. Там вы найдете посты на том языке, на котором вы хотите научиться говорить. Например, я хочу научиться говорить по-испански, потому вы видите здесь посты на испанском языке. Так что вы можете просто читать эти посты, а также вы можете написать что-то сами. И, как вы видите, некоторые люди исправляют ошибки. Если вы вот напишете что-то неправильно, то вас исправят. И напоследок я хочу сказать, что чем больше людей будет пользоваться этим приложением, тем лучше будет нам всем. Потому что вы знаете, что все люди разные, и не со всеми людьми нам одинаково приятно или легко общаться. Так как и в реальной жизни бывает, вы встретите какого-то человека, вы пробуете с ним общаться, но у вас как-то не получается. Что-то, как будто между вами какая-то стена. Так вот, было бы приятно знать, что у вас есть выбор. Когда пользователей много, то вы можете выбирать, вы можете попробовать пообщаться с одним человеком, с другим, с третьим, и выбрать того человека, с которым вам приятно общаться. И тогда вам будет намного интереснее изучать
русский язык или любой другой язык, который вы хотите изучать при помощи этого приложения. Друзья, спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. И я желаю вам приятного общения с иностранцами, с русскими людьми. Учите русский язык. Это все на сегодня. Мы увидимся снова в следующую пятницу. Пока! Hey, hello there! Привет! Hello! Hola! Hey, hi, oi! Salut! Я! Merhaba! Buongiorno! Cześć! Labas! Terves! Привет! Привитание! Como está? Konnichiwa! Ni hao! Namaste!